Слон – самое крупное наземное животное, которое обладает огромной силой и выносливостью. Этот гигант может с легкостью валить деревья, переворачивать машины и даже проламывать бетонные заборы. Слон является символом могущества и власти, а когда он в ярости, то лучше держаться от него подальше. В основном слон спокойное и неторопливое животное, но посмотрите, какими бывают слоны в действии. Вот что происходит, когда у слонов пропадает настроение, и повлиять на них невозможно. На одном из развлекательных шоу слоны неожиданно перестали подчиняться и решили убежать. Оказавшись на улице, они слегка буянили, а также наведались в один из местных ресторанов. Таких посетителей официанты еще никогда здесь не видели. Официанты убегали, не оглядываясь. «Парень, тебе пора на выход», — сказал дрессировщик, дружелюбно шлепнув слона по спине. Слон пришел к водоему попить воды, а самка носорога восприняла это по-другому и стала защищать своего носорожка. Лучше не вставать на пути слона, особенно когда он хочет пить. Если слон не в настроении, то он может атаковать практически любой объект, который ему не понравится. Этот парень, скорее всего, больше никогда не будет бояться высоты. Огромный слон заблокировал проезд автомобилю газовой службы и дал понять водителю, что лучше уехать по-хорошему, но водитель не воспользовался таким предложением. Когда водитель включил заднюю передачу, то было уже слишком поздно. Результат встречи со слоном печальный. Внимание этого спокойного слона привлекла крыша здания, но едва коснувшись хоботом, крыша сразу посыпалась, создавая легкий душ из мелких частей. Птица долго не решалась приблизиться к слону, но когда она решилась, то быстро пожалела об этом. Ведь слон вовсе не готов быть в качестве ее гнезда. Когда птица очутилась на земле, слон своей большой ногой указал, где ее место. Группа туристов наблюдала за поведением слона, который не только продемонстрировал свою силу, но и напомнил о том, что существует аттракцион под названием «Башня свободного падения». Возгласы людей были громкими, поэтому вторая встряска была менее эффектной. Посмотрите, какой силой обладает слон. Он способен валить деревья больших размеров, такие как склерокария и баобаб. Повалив дерево, ему легче достать верхние ветки и листья, а также они сдирают со стволов кору и питаются корнями. Слоны могут без проблем валить деревья, достигающие 10 метров в высоту, тем самым часто заграждают проезд по дороге. Ученые считают, что слоны прореживают лес и таким образом помогают ему накапливать больше биомассы, а значит и связывать больше углерода из атмосферы. Под руководством людей слоны эффективно удаляют последствия непогоды.
Эти могучие гиганты непосредственно влияют на состав и плотность леса, распространяют семена и изменяют более широкий ландшафт. В поисках пищи и воды африканский слон способен проходить до 500 километров. Ученые называют слонов модификаторами своей среды обитания или же инженерами-экологами. Туристы обожают наблюдать за работой этих крупных животных и получают массу незабываемых впечатлений. Еще с древних времен люди успешно использовали слонов в качестве рабочей силы. В некоторых бедных странах абсолютно нет техники, а слон хорошо справляется с задачей бульдозера, экскаватора или крана. Слон имеет прочные бивни, с помощью которых может копать и поднимать тяжелые предметы, а также мускулистый хобот, благодаря которому животное питается и захватывает различные объекты. Слонов используют как транспортное средство в труднопроходимой местности, на хозяйственных, лесозаготовочных и погрузочных работах. Этот великан отлично выполняет всяческие задачи, требующие тягловой силы. В Древней Индии слон всегда считался символом мудрости, непобедимой мощи и благоразумия. Человек, управляющий слоном, называется махаут или погонщик. Это специально обученные люди, способные управлять такими серыми великанами при помощи простых команд, жестов и прикосновений. Для того, чтобы от одного лишь слова титан весом 5 тонн правильно выполнял задачи, управляющий должен быть профессионалом, который дает команды безупречно. Предметы, которые используются для управления слоном, называются анкус, стрекала или просто бамбуковая трость. Слон решил прогнать бегемота, который проявил наглость, доминируя в водоеме. Водоем является местом, за которое животные ведут борьбу, и сильный без колебаний прогонит слабого, чтобы иметь доступ к воде без затруднений. Даже слоненок показывает, что с ним шутки плохи, особенно когда за спиной находится его мать. Слониха всегда оберегает и защищает своего малыша. Мать постоянно находится рядом, ведь опасность может выскочить с любого места. Когда настроение слона меняется не в лучшую сторону, это проявляется в его действиях, которые выглядят очень эффектно и впечатляюще. Все вокруг проявляется в виде фейерверков, и в такие моменты хорошо бы держаться подальше от этого великана.
Хорошо, что в такие мгновения внимание слона привлекают только лишь окружающие предметы, велосипед и мотоцикл. Больше всего слоны не любят мототранспорт, и это неудивительно, учитывая шум и запах этих транспортных средств. Этот слон заинтересовался своим сородичем, который просто стоял без движений. Слон очень удивился, когда, чуть прикоснувшись к нему, тот сразу упал на бок. Реальные же схватки слонов выглядят намного выразительнее, особенно когда на их пути возникают автомобили. Со стороны это выглядит как развлечение, как будто слон нашел забавную игрушку. Лучше не приближаться близко к сердитому слону, ведь он может сделать с автомобилем то же самое, что и с этими орехами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.